Всем утро доброго, солнечного почти. Пусть оно будет для вас мирным, добрым и насыщенным любовью и добротой. Сегодня у нас в Эстонии 17 августа. И я решил попробовать первый раз выехать в лес и посмотреть, как у нас обстоят дела с грибами. Как правило, если погода и условия соответствуют, то в это время уже грибов вполне достаточно. В Эстонии очень много лесов. Если кто-то не знает, то более половины территории Эстонии покрывают леса. С погодой, вы сами знаете, у нас часто бывает дождливая, поэтому, как правило, грибов в Эстонии очень-очень много, в том числе и ягод. И сегодня я как раз хочу попробовать проверить и посмотреть, что у нас сегодня есть в лесу. Нахожусь я в природном заповеднике Линди, в Пярнума. Сюда я приезжаю практически каждый год, по несколько раз. Здесь у меня есть 2-3 места, куда я приезжаю, в общем-то, как на огород, где я собираю лисички. Есть ли сегодня там грибы или нет, я не знаю, но вот сейчас пойду, посмотрю, покажу и расскажу вам. Но лисички, я думаю, должны быть точно. А вот насчет остальных грибов я пока еще не знаю. Итак, вперед! Лес здесь довольно заросший, причем разрастается он очень быстро. Буквально пару лет назад здесь всего этого не было. И это, по всей видимости, орешник. Грибы уже какие-то вот видны. Но это, скажем так, несъедобные грибы. А вот, вот, если я не ошибаюсь, и первая удача. Надеюсь. Да, но, к сожалению, это белый гриб. Боровик, но он уже, скажем так, непригоден. Идем дальше. Обычно я собираю здесь лисички, а здесь небольшая поляна, вернее 2-3, где лисички есть. Ну, как правило, если до меня здесь никого не было, то грибов, как говорится, на сковородку хватает. А вот, кстати, и первая лисичка попавшаяся. Так что, по всей видимости, грибы есть. А вот, кстати, у нас еще что-то совсем рядом. Пока даже не пойму, что это. Ага. Вот это, судя по всему, но уже червивый, это боровик. Да, он весь червивый, то есть с ним мне немножко не повезло. Но, в общем-то, я приехал за лисичками. Пока я только лишь одну нашел. Обычно здесь их довольно много. Но пока, к сожалению... Вот и лисички. Вот они и появились. А еще встречаются вот такие исполины. Но, как правило, они, думаю, что будут червивые. Если вам видно, вот такой огромный боровик. Очень важно в лесу, несмотря на то, что солнце светит. И хочу показать еще одно небольшое место, где я обычно собираю грибы. Вот такая полянка. Как видите, грибов здесь
предостаточно. Это только часть из того, что я вам показываю. В общем, здесь их довольно много. Так что грибы есть, лисички есть, это точно. Все можете смело идти в лес, но не забывать прививку от клещей и спрей от комаров. Еще немножко о грибах. Я, к сожалению, не такой сильный знаток, не так разбираюсь, но вот я встретил такие грибы и рядом лисички. Может быть, кто-нибудь подскажет. Съедобно это, скорее всего, опята, по всей видимости, но я не знаю, съедобны они или нет. Вот так они выглядят, очень-очень красиво. И рядышком растут те самые лисички, ради которых я сегодня, собственно, и приехал. Буду рад, если кто-нибудь подскажет, съедобны это грибы или нет, и что это за грибы. Ну, скорее всего, я так предполагаю, что это опята, наверное. Ну, как бы лучше показать. Вот так, наверное, будет удобней. Они довольно твердые на ощупь. Вот. Грибы красивые, но я не знаю, что это за грибы. Поэтому брать я их не буду. Вот как-то так. Немножко распогодилось у нас, и я приехал в соседний лес, который находится примерно метров 500 от того места, где я только что был. И что я вам хочу показать? Хочу показать, сколько в этом году брусники. Ее просто немерено. Это вот буквально рядом с машиной, и если вам видно, то есть вот все кругом здесь, вот это все брусники. Ее здесь очень много. То есть, если кто-то соберется в лес за брусникой, то я уверен, вы ее насобираете очень много. И еще раз всем удачной, тихой, грибной и ягодной охоты. А это один из моих любимых лесов, где всегда очень много грибов, но, к сожалению, с каждым годом он немножко зарастает. Как правило, здесь есть боровики, лисички, очень много груздей, в основном черных. Ну, вот этого папоротника буквально года 2 назад вообще не было. Теперь же все очень сильно заросло, даже не узнать. Но я предполагаю, что, скорее всего, здесь должны быть грибы. По крайней мере, всегда они здесь были, даже в самые неурожайные времена. А мое чутье и мой лес меня не подвели. И вот буквально спустя каких-то пару минут, даже меньше, я увидел вот это красивое создание. Подосиновик. Довольно красивый, и я думаю, что он не червивый. Да, совершенно хороший и не червивый гриб. Относитесь бережно, с уважением и любовью к природе, как это делает большинство жителей Эстонии. И, придя в лес, вы увидите, как она вас отблагодарит. И вот тому живой пример, который я вам сейчас покажу. Буквально я только что здесь собрал несколько грибов.
Вот здесь лисички. Это то, что я уже собрал. И вот такой красивый, замечательный гриб. Но, правда, и комаров немало здесь. А теперь немножко об итогах того, что сегодня было. Я нахожусь, как вы видите, в Линдии Родус Кайцаала. Это природный заповедник Линдии. И я здесь пробыл, ну, наверное, часа полтора-два. Что я собрал? Я, в общем-то, приехал за лисичками. И, как видите, они здесь есть и довольно много. Есть волнушки, есть подосиновики, есть подберезовики, есть боровики. В общем, грибов много разных, они есть. То есть вы можете приходить и наслаждаться сбором грибов. А также очень-очень много. В этом году, я считаю, вообще какой-то такой очень урожайный год. Это брусники. Ее просто немерено. Вот эту коробочку я буквально минут за 15-20 собрал. Даже меньше. Ну, за 10-15 минут. То есть приходите в лес, относитесь с уважением и любовью к природе, и она обязательно вас отблагодарит. Всем удачных путешествий, новых открытий, грибов вкусных и ягод вкусных.